Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Сейчас покажу, как пользоваться индикаторной отверткой на батарейках. Такую отвертку можно использовать как индикатор фазы и как прозвонку. Как пользоваться индикатором в качестве прозвонки. Одним пальцем прикасаюсь к торцу отвертки, а другим к ее жалу. Отвертка засветилась. Значит, цепь замкнута через тело человека. Проверяю целостность провода. Рукой берусь за штырь вилки, а индикатором прикасаюсь к контакту автомата. Не светится. Значит, нет связи между этим штырьком и автоматом. Пробую второй штырек вилки. Индикатор засветился. Следовательно, именно этот штырек вилки соединен проводом с клеммой автомата. Как пользоваться индикаторной отверткой для прозвонки автомата? Очень просто. Необходимо отключить подачу напряжения на автомат. Клеммы автомата должны быть затянуты. Ставлю индикаторную отвертку в клемму автомата. Пальцем касаюсь торца индикатора. Другую отвертку беру рукой за металлическое жало и прикасаюсь ко второй клемме автомата. Видно, что цепь разорвана. Включаю автомат. Теперь видно, что цепь замкнута. Могу продолжить. Переставляю индикатор в гнездо розетки. Это гнездо не звонится. Правильно, так как оно соединено не с автоматом, а с нулевой шиной. Переставляю. Это гнездо звонится через автомат к розетке. Все верно. Индикаторная отвертка с батарейкой подойдет и для того, чтобы прозвонить диод. Диод должен звониться в одном направлении и должен показывать обрыв цепи в другом направлении. Сейчас проверю. Палец к торцу индикатора, жалом к одному из контактов диода, а рукой к другому. Цепь есть. Проверяю диод с другой стороны. Не светится. Для диода так и должно быть. Значит, диод исправен, а индикаторная отвертка подходит для того, чтобы прозвонить диод. Индикаторная отвертка с батарейкой способна проверить исправность выключателя на каком-нибудь электроприборе. Проверю перфоратор. Выключатель перфоратора в выключенном состоянии. Пальцем прикасаюсь к одному штырьку вилки, а индикатором ко второму. Прижимаю пальцем торец индикаторной отвертки. Она не светится. Нажимаю кнопку и фиксирую. Индикатор засветился. Значит, выключатель исправен. Конечно, судить о полной исправности всего перфоратора после такой проверки нельзя. Можно лишь утверждать, что выключатель включается и выключается, а также, что шнур от вилки до выключателя целый. Но это тоже немало для такого простенького инструмента, как индикаторная отвертка с батарейкой. Как пользоваться индикаторной отверткой для определения фазы в розетке? Индикаторная отвертка с батарейкой может определять фазу. Обычный индикатор фазы прикасают к контакту, а палец прижимают к его торцу, к такому как этот индикатору с батарейкой. Для определения фазы палец прикасать к торцу ни в коем случае не нужно. Для правильного определения наличия фазы нужно только прикоснуться к контакту. Там, где индикатор светится, там фаза. Там, где не светится, там фазы нет. Если индикатор с батарейкой не засветился, это еще не значит, что это ноль. Этот контакт может быть и нулем, а может и просто ни к чему не присоединен в данный момент. Индикаторная отвертка с батарейкой может применяться как индикатор напряжения на автомате. Касаюсь верхнего контакта индикатором. Торец индикатора не трогаю. Фаза на автомат приходит. Проверяю внизу. Фазы нет. Включаю автомат. Теперь фаза внизу есть. На нулевой шине индикатор фазы не светится. При обрыве нуля
на нулевой шине индикатор напряжения тоже может не светиться. Вывод. Индикатор фазы определенно может указать только наличие или отсутствие фазы и не может точно указать на наличие или отсутствие нуля. Рассмотрим розетку, подключенную к сети с другими электроприборами. У меня в качестве сети с другими электроприборами будет подключена лампа. Прикрою ее коробкой, чтобы не слепила камеру. Когда все исправно, то фаза у меня в розетке слева, а 0 справа. В правом гнезде индикатор не светится. Но если 0 оборван, то индикатор напряжения покажет фазу и в одном, и во втором гнезде розетки, и даже на нулевой шине. Фаза через автомат поступает на лампу. Через лампу она поступает на нулевую шину, на второе гнездо розетки. Вот почему при неисправности бывает две фазы в розетке или две фазы на проводе. Это всегда точно указывает на обрыв нулевого провода. Сейчас покажу, как пользоваться индикаторной отверткой на батарейках, используя ее как бесконтактный индикатор напряжения. Такой индикатор способен указать наличие фазы в проводе без прямого контакта с ним. Прижимаю палец к торцу индикатора и подношу его к фазному проводу под напряжением. Как видно, индикаторная отвертка засветилась. Возле нулевого провода не светится. Удобно. И не нужно добираться непосредственно к токоведущим частям провода. Фактически это бесконтактный индикатор напряжения. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.